Привет! И ты снова на канале Супер Арбалет. Сегодня я расскажу вам про прицел от Axel. Axel Achieve XP Carbon Bar Compound Sight. Фух, выговорил. И первое, с чего начнем, это то, как сам прицел поставляется, потому что это тоже немаловажно для конечного пользователя. Поставляется в таком замечательном пластиковом кейсе противоударном. Он внутри проложен мягкой подложкой, и кейс ваш по дороге точно не повредится. Сейчас посмотрим поближе. Открывая замечательный кейс, нас встречает не менее замечательный прицел с набором аксессуаров. Что там за аксессуары, расскажу чуть-чуть попозже, когда будем показывать, зачем они нужны непосредственно на этом прицеле. Что еще приятно, положили немного, можно так сказать, мерча. Тут замечательная наклеечка с брендом Axel. И не просто наклеечка, а наклейка с термопринтом, насколько я вижу. То есть ее можно перевести на вашу футболку фабрики «Московская большевичка» и ходить как чувак в теме. Очень круто. Так, ну про кейсы атрибутику немного сказали, а больше и не надо. Давайте посмотрим на сам прицел. Беря его в руки, сразу ощущается, что вещь мы держим весьма недешевую, и это подтверждается ценой этого прицела. Сделано все максимально качественно, без каких-либо зазоров, заусенцев, которые могут появиться при обработке материалов. То есть вещь действительно стоящая, на первый взгляд. Посмотрим дальше. Рассматривая прицел подробнее, хочется в первую очередь рассказать о креплении. Компания Axel переработала это крепление, оно теперь обладает большей прижимной площадью относительно других стандартных креплений и более точной настройкой. Если ослабить крепление, то штанга в нем будет двигаться с такими характерными щелчками, что позволяет с точностью раз за разом устанавливать ее в нужное положение. Достигается это за счет того, что в самом креплении присутствует такой подпружиненный металлический шарик, а на штанге есть углубление. То есть, попадая в это углубление, шарик позволяет креплению не гулять ни вверх, ни вниз, ни влево, ни вправо, даже если мы не затянем барашек. Ну, естественно, мы его затянем, потому что мы кто? Правильно, профессионалы. Вообще изменение может казаться незначительным, но если вы спортсмен высокого уровня, то понимаете, что, допустим, при стрельбе на 90 метров, если у вас чуть-чуть ослабнет крепление и штанга с прицелом начнет гулять, там хоть чуть-чуть, там на 0,1 долю миллиметра, то это уже очень сильно может повлиять на ваш результат. И компания Axel сделала все, чтобы такого не произошло. Компания Axel видит это изменение настолько значительным, что они даже отдельно выпустили это крепление, и оно подходит к их прицелам старых версий. Также нововведения коснулись и самой карбоновой штанги этого прицела. Оно выполнено из более прочного карбона, нежели предыдущие версии, о чем свидетельствует специальная маркировка на этой штанге. Вы ее сейчас увидите. Прицел от Axel, как и полагается любому профессиональному прицелу, имеет 3 регулируемые оси, 2 из которых находятся на съемной его части, так что при желании вы можете купить новую голову и менять ее практически со всеми настройками. Вставили новую, поехали стрелять дальше. Сама же каретка крепится по усовершенствованной технологии «Ласточкин хвост», как ее называют сами Axel, и двигается она очень плавно, приятно, без каких-либо люфтов и искривлений. Кстати, силу, которую мы прикладываем для того, чтобы изменить положение каретки, тоже можно отрегулировать. Всего лишь одним шестигранничком открутили, немножко поменяли положение данной регулировки, и мы уже прикладываем меньше или больше усилий для подгонки своего прицела. Кому это нужно, я не знаю, но наверняка кому-то нужно, и то, что этот прицел позволяет вам этим пользоваться, это приятно. Оба регулировочных барабана имеют фиксаторы, что пригодится как на 3D, так и на таргетных соревнованиях, чтобы никто из соперников не подошел и подло не поменял настройки вашего прицела, пока вы отошли. С одной стороны прицела у нас есть стандартная выгравированная линейка и серый указатель. С другой же стороны указатель уже красный, и есть возможность установки сменных металлических линеек. О них поподробнее. В комплекте с прицелом идет 7 металлических линеек, которые из себя представляют, по сути, замену бумажным полоскам, на которых спортсмены оставляли свои заметки относительно дистанции. Обозначения на линейках выполнены с помощью высокоточной лазерной гравировки. Гравировка тут на самом деле отличная. И я уверен, что практически любой спортсмен сможет подобрать подходящую для нужной ему дистанции, собственно, линейку. Каждая из линеек имеет гравировку с обеих сторон. И также, если вы вдруг не подобрали подходящую для себя линейку, то в комплекте лежит вот такой комплект наклеек, и с помощью него, я думаю, вы уже точно подберете себе все необходимое. Сама площадка под эти линейки также имеет возможность регулировки по высоте, выше-ниже, что еще больше расширяет диапазон возможных настроек. Ну и само собой, как на большинстве стандартных прицелов, здесь есть эта бумажка, на которой можете оставлять свои пометки собственноручно, а потом уже прикладывая линейку, вы как раз и подберете необходимую для себя.
Естественно, говоря о прицеле, который выполнен из столь качественных материалов, в котором использованы практически все новые наработки компании его производящей, надо понимать, что вещь эта далеко не бюджетная. Это, наверное, один из самых дорогих прицелов, которые можно найти, если не говорить про Шибую. И вот как раз-таки с Шибуя, конкретно с Ультимой, хочется его и сравнить. Хоть и Шибуя стоит немного дороже, ну как немного, там примерно на $150, но относительно цен, за которые эти прицелы продаются, это, в принципе, немного. Кстати, видео о Шибуя Ультима тоже есть на нашем канале, ссылочка будет в описании. И несмотря на вышеобозначенную некоторую разницу в цене, мне все-таки кажется, что этот прицел с Шибуя Ультима одноклассники, и сравнить их будет вполне корректно. Обе компании-производителя решают возможные болячки только разными методами. То есть, если здесь у нас свое переработанное крепление для прицелов, у Шибуя оно тоже свое. Тоже имеет большую площадь и тоже отличается от стандартных креплений для прицелов более низкого ценового сегмента. Также вопрос со штангой. Если у акселя другая формула карбона, отличающаяся от предыдущих их прицелов, усиленная специально, то у Шибуя присутствует ребро жесткости, то есть без изменений формулы, собственно, самого материала. Также обилие регулировок есть и на том, и на другом прицеле. Но у акселя, например, есть вот эти стопоры для барашка. Для кого-то это может быть критично, но в любом случае, если такая опция есть, это приятно. Всегда лучше иметь больше опций, нежели меньше. Также у акселя свой подход к креплению каретки и ее регулировке. Мы об этом как раз-таки говорили немножко ранее. Но при этом у Шибуя есть свое крепление для скопа. Тоже которое есть только у них. И если интересно, как оно работает, посмотрите, повторюсь, наше видео про этот прицел. Так что при прочих равных различия, конечно, есть, и выбирать, как всегда, вам. Оба прицела, что аксель, что Шибуя, своими задачами и функциями справятся на 5 с плюсом, я уверен, потому что это именитые фирмы, ими пользуются спортсмены, и делать какую-то шнягу им смысла нет. Вот. Отличие, как всегда, в деталях, которые мы сейчас назвали, то есть какие-то крепления, какие-то свои фишки, ну и опять же цена, хотя оба прицела дорогие, и вот эта разница, она может быть уже будет не столь критичной при выборе. Также есть небольшая разница в том, что если Шибуя поставляется просто в таком тканевом мешочке, то здесь прям целый кейс с материалом, который часто используют для звукопоглощения, так что очень удобно. Вы можете его дома раскрыть, сказать жене, сколько стоит этот прицел, и сразу вытащить эту штуку и на лицо надеть, чтобы не было слышно ее крик. А на этом все, что я могу вам рассказать про этот прицел. Если бы я стрелял из лука, то я бы, наверное, рассказал больше, но я просто хороший оратор. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока.